Привет, привет, дорогие товарищи и друзья. Я Артемий Троицкий, и сегодня у нас очередной сеанс вопросов и ответов. Тема менты, МВД и все такое прочее. Тема оказалась очень популярной, популярнее, как ни странно, чем КГБ. Ну, в общем-то, отчасти понятно почему, потому что все-таки менты-то, конечно, ближе к народу, чем всякие там контрразведчики, шпионы и так далее. Очень много комментариев, очень много историй, и притом некоторые комментарии истории очень даже живописные. Поехали. Ну, во-первых, я, конечно, прошу прощения, в кинофильме «Берегись автомобиля» гаишника играл Жонов, а участника театральной милицейской самодеятельности играл Олег Ефремов. Ну, простите, но оба менты и оба в высшей степени симпатичные. Так что с фамилиями я напутал, как это со мной часто бывает, но, по сути дела, все было верно. И точно так же я сказал, что День милиции где-то в конце ноября. Нет, на самом деле он 10 ноября. То есть, судя по всему, аккурат в день смерти Леонида Ильича Брежнева. Причем в 1982 году, когда Брежнев помер, концерт в честь Дня милиции был отменен, что вызвало вообще большое недовольствие у советского народа. Судя по всему, большее недовольство, чем смерть генерального секретаря ЦК КПСС. Я, на самом деле, отношусь ко всем этим своим неточностям достаточно спокойно и либерально. Главное, потому что я знаю, что вы очень грамотные, вы меня всегда поправите, когда нужно, и я вам за это очень и очень благодарен. Ну, поехали дальше. Иду просто по вопросам. Просят рассказать про Севу Новгородцева, но Сева не мент, определенно совершенно. Мы с ним, в общем-то, дружим, хотя 1000 лет не виделись. Хочу сказать, что вроде бы совсем недавно тут мне звонили с острова Кипр и сказали, что хотят устроить мне очную ставку, встречу с Севой Новгородцевым, ну, естественно, там как-то на каких-то коммерческих основаниях и так далее. Кстати говоря, это будет, по-моему, нет, не первая, но, в общем, первая за границей наша с Севой очная публичная встреча. Вспомнили московскую панк-рок-группу «Чудо-Юдо», у которой была популярная песня «Нет закона, нет, власть захапал мент» и так далее. Раз мы вспомнили о «Чудо-Юдо», московская рок-лаборатория и все такое прочее, очень многие просят назвать фамилии тех, кто меня сдал, значит, в 1984 году, то ли февраль, то ли март, когда был концерт «Браво» и там всякое Вязалово и так далее. Ну, я подумала, почему бы нет, в конце концов, тем более, что два основных действующих лица этой истории, насколько мне известно, оба померли. Значит, один это был такой парниша по имени Артур Гильденбрандт. Был он сильно волосатый и устраивал всякие подпольные концерты. То есть я был как бы его конкурентом. И это было, в общем-то, вполне популярной мотивацией для того, чтобы настучать и заложить. Второй был его приятель, такой с понтом журналист по имени Михаил Сигалов. Михаил Сигалов этот, кстати говоря, был соавтором пресловутых известных черных списков. То есть, если помните, были такие черные списки с иностранными и советскими подпольными группами, по которым ориентировались, значит, в 1984-м, первой половине 1985 года всяческие наши силовики и проводили, значит, облавы, задержания, следили, чтобы песен этих коллективов, там, типа «Аквариума» и так далее, не было в репертуаре дискотек и прочее. Вот, насколько мне известно, авторами этих списков были вот этот Сигалов и Владимир Лишбергов. Еще был такой паренек. Назвал я вам некоторые фамилии. Вспоминают фильм «Убийство на Ждановской».
кстати, по реальной истории, где менты убили, в общем-то, довольно видного КГБшника на станции метро. Много всего пишут про министра МВД Николая Щелокова. И такие целые споры разгорелись на эту тему. Один автор, в общем-то, вызывает у меня доверие, поскольку это явно человек, который в этом разбирается. Вот давайте я зачитаю его письмо. Щелоков действительно водил дружбу с многочисленными деятелями культуры. И действительно, эта дружба была очень выгодна певцам, режиссерам и прочим талантам. Но Щелоков эту дружбу заводил не из ханжинского интереса. Его задача была романтизировать и обелить профессию милиционера. Тогда безграмотность милиции зашкаливала. Из 70-х годов в милицию стали брать только с высшим образованием, кроме ГАИ и патрульно-постовой службы. Образовано около 20 милицейских вузов, причем в отличие от дня сегодняшнего делалось все очень скрупулезно и качественно. Был взят курс на повышение общей интеллектуальности милиции. Нужен был приток новых кадров. Отсюда и фильмы, и концерты на 10 ноября, и дружба с богемой. Я и сам пришел на работу в органы, вдохновленный этой романтикой. Но ведь здорово, что в органы хлынула новая кровь. Разбавили идеалистами и романтиками аппаратную структуру. По правде надо сказать, что в органах было и хамство, и блат, и стяжательство, но это было уделом отдельных личностей и низовых структур, ГАИ, ППС и прочее. Очень много знают честных офицеров, дослужившихся до полковников и генералов, ныне влачащих жалкое существование. Это я к тому, чтобы не путали ту, пусть и гнилую, правоохранительную систему с нынешним государством ОПГ. Ну, я не вполне согласен, то есть отчасти, да, но сказать, чтобы я замечал у милиционеров какой-то особо высокий интеллектуальный уровень, не уверен. Мои родители, оба сотрудники КГБ, милицию просто презирали. Когда я ляпнул, что не поступлю в Дзержинку, то пойду в школу милиции, я думал, что меня из дома выгонят. Да. Так, поехали дальше. Хороший вопрос. Встречали ли вы порядочных людей из органов? Ну, смотрите, я боюсь, что все мои контакты с органами, будь то КГБ или милиция, они все были единичными. То есть никаких друзей, знакомых у меня не было. То есть со всеми этими аргонавтами я общался по одному разу, причем при каких обстоятельствах. Несколько раз меня просто забирали в ментовку за компанию, ну там какие-то драки, какие-то бучи и все такое прочее. Вот. Ну и выпускали, я даже на 15 суток ни разу не садился. Не могу честно сказать, что меня ни разу не избили, как это, насколько мне известно, сейчас случается с ментами сплошь и рядом. Не избили меня ни разу у меня ничего не украли, вот, что тоже, в общем-то, насколько мне известно, довольно популярная практика. То есть у меня, в общем-то, к милиционерам в этом смысле никаких претензий нет. Единственный раз, когда я милиционеру дал взятку, это было в городе Рига, где-то году в 73-м, 74-м, я тогда хиповал, было мне, значит, я так думаю, 18 лет. Я там зависал в одном притоне. Это был такой натуральный притон в районе Межапаркс, такой есть в Риге, около зоопарка. И там дома частного сектора, и вот в частности вот была вот эта вот хата. Хозяева там были супружеская пара, тоже хипари, но такие повзрослее, лет 30-35 им было. И там стоял все время дым коромыслом, то есть люди приходили, там оттягивались, пили, курили, трахались, слушали музыку. Музыка там всегда звучала симпатичная, вот всякие Led Zeppelin и так далее. Ну и я там тоже проводил время. И однажды, когда я там был, туда нагрянула облава. Значит, это были местные рижские менты, которые повязали всех, кто в этом притоне
находился, и повезли их в места, которые на тогдашнем рижском хиповом жаргоне назывались триппер-бар и сиф-салон. Сиф от слова сифилис. Значит, почему триппер-бар и сиф-салон? Потому что в Риге тогда был невероятно высокий уровень заболеваемости всякими венерическими болезнями. Вот, в том числе, я так понимаю, и триппером, и сифилисом. Вот. Ну, в общем, это тоже было понятно, потому что Рига, портовый город, морячки, проституция и все такое прочее. И, в общем, забрали меня, в числе там еще, наверное, человек 10-12, в этот самый триппер-бар. А мне там совершенно не хотелось оставаться, и я завел разговор, значит, с тамошним ментом, стал ему говорить, что я вообще случайно туда попал, у меня, к счастью, был с собой паспорт. Вот паспорт, я вообще из Москвы, а не из Риги, я не местный, вот, вообще я молодой, кстати, у меня тогда еще была в институте военная кафедра, и волосы у меня были достаточно короткие. Да, там, кстати говоря, там стригли. То есть так же, как еще в некоторых других местах, значит, в отделениях милиции, там особо неопрятных и потлатых хипарей там стригли. Вот. Меня стричь не надо было, значит, какие-то анализы на триппер сифилис у меня взяли. Да, я там еще стал говорить, я помню, но это я врал, что у меня тут папа с мамой, и что они отдыхают в Юрмале, и не где-нибудь, а в Доме творчества писателей, потому что папа мой известный журналист. В общем, короче говоря, я уговорил этого мента. Последним аргументом было то, что я ему сунул червонец, то есть бумажку в 10 рублей, и меня отпустили. Все. И вот это был, кстати говоря, единственный случай, когда я дал менту взятку. Ну, естественно, все было бы по-другому, если бы я был автомобилистом, потому что гаишникам, естественно, надо было отстегивать на каждом шагу, но я автомобилистом не был, поэтому вот это вот был единственный случай. Больше я не сталкивался, в общем, ни с какими проявлениями негативного плана в отношении, значит, себя со стороны ментов. Это вовсе не означает, что, значит, все менты порядочные люди, но поскольку я честно вам рассказываю о том, что происходило со мной лично, то врать и как бы катить телеги на ментов, выдумывать всякие истории, как они со мной жестоко поступали или непорядочно там сдавали, кидали и так далее. Нет, таких историй у меня нет, хотя я уверен, что их было и более чем достаточно. Притом, еще один спор утверждает, значит, один из наших комментаторов, что у ментов не было дубинок и оружия при себе. Это неправда. Видел я миллион раз и у ментов постовых, и у ментов из ГАИ и так далее. То есть, ну, может быть, это были какие-то муляжи этих самых ТТ, ППК, или там как там они назывались, Макарова. Вот. Но, в общем, были у них эти самые портупеи и кобура, и из кобуры этой торчали, значит, вещи, очень напоминающие пистолеты. Дубинки бывали реже, но тоже бывали. Ну, в общем, разгорелись споры. Вот я вставил в эти споры свои 5 копеек. Некоторые утверждают, что ментам выдавали оружие только на время дежурства. А когда дежурство оканчивалось, то, значит, они его сдавали в отделение обратно. Очень может быть, что это было так. Но как выглядели эти менты в штатском, я, естественно, не знаю. С таковыми не общался. Спрашивают, на какие деньги я жил. Тут вообще довольно много имеется комментариев в том духе, что вот что-то я пишу вот про ментов. Там еще дальше там у нас была передача про стукачей. Что-то я, значит, вел какой-то такой полуподпольный образ жизни, а при этом меня не сажали, и что это подозрительно, и, наверное, я сам там стучал, писал там какие-то рапорты и так далее. На какие деньги жил? Могу сказать, что, во-первых, у меня была зарплата.
Ну, естественно, в студенческое время зарплаты не было, но уже в студенческое время, начиная с 19 лет, 1974 года, у меня были гонорары. Мои первые статьи вышли в «Ровеснике» в 1975 году, уже такие большие подписные, а до этого еще выходили в 1974 году. Ну а потом, начиная с 1978 года, когда я стал младшим научным сотрудником, у меня была зарплата где-то там 115 рублей, вот, плюс гонорары, и гонораров было довольно много, плюс немного там мне отслаивалось каких-то деньжат, когда я обменивался, продавал, покупал пластинки. Вот, это были очень небольшие масштабы, но тем не менее. Вот, кроме того, очень многое в жизни, скажу вам честно, мне доставалось бесплатно. Доставалось мне бесплатно, во-первых, естественно, от мамы, которая меня, значит, кормила. Во-вторых, от девушек, подруг, которые меня тоже любили приютить и накормить, и обогреть. В-третьих, ну, у меня были друзья, и некоторые из них неплохо обеспеченные, у которых я тоже прозябал на всяких дачах, конспиративных квартирах и так далее. В общем, короче говоря, халявы в моей жизни тоже было довольно много, но, в общем, это было совершенно как бы нормально, потому что за эту халяву я платил хорошей музыкой и веселыми разговорами, интересными книжками и так далее. В общем-то, любили меня, как называется, привечать разные люди, вот, и это было приятно. Несколько историй тут имеется интересных, но очень длинных. Скажу только еще, значит, несколько ремарочек таких. Во-первых, да, действительно, зять Брежнева, муж Галины Брежневой, Чурбанов, был замминистра МВД, заместителем Щелокова, соответственно, Щелоков его всячески крышевал. Вот. Потом даже Андропов, по-видимому, из чувства благодарности к Леониду Ильичу тоже его крышевал, и посадили его уже только при Черненко, уже на самом излете загнивающего, стагнирующего социализма. Но, в общем-то, он был такой очевидный ворюга, вот, что неудивительно. Вот еще интересно, что, оказывается, я этого не знал, спасибо большое, сообщили, что презрительная кличка ментов «Мусор», она происходит от совершенно конкретной аббревиатуры. До революции, оказывается, организация, которая потом называлась МУР, Московский уголовный розыск, она же называлась МУС, то есть Московский уголовный сыск. И вот эта аббревиатура МУС, она у них, значит, на бэджике и висела. Ну, а там, где МУС, там, разумеется, и мусор. Все, спасибо большое. В следующих вопросах и ответах у нас будут вопросы и ответы на тему доносов и стук качества. Так что счастливо, до скорого. Зовут меня Артемий Троицкий, и это популярная советология. Пока.